Привет всем! Сегодня я хочу вас познакомить с новым трендом, который называется Cake to Go. Это переводится как торт на вынос или торт с собой, а проще торт в стакане. Начнем с бисквита. Отделяем желтки от белков. Добавляем к желткам сахар и взбиваем миксером. Масса должна посветлеть, увеличиться и стать пышной. Это займет примерно 4 минуты. После чего взбиваем белки до стойких пиков. Взбили, переворачиваем в миску, ничего у нас не выпадает, значит белки готовы. К желткам добавляем белки, тщательно и очень осторожно перемешиваем. Хорошо, если вы будете перемешивать одним движением снизу вверх. После чего просеиваем туда все оставшиеся сухие ингредиенты, то есть муку, крахмал и какао. И тем же движением снизу вверх все тщательно перемешиваем. Бумагу для выпечки выкладываем на противень и смазываем маслом. Выливаем туда массу и разравниваем. После чего отправляем выпекаться в предварительно разогретую на 180 градусов духовку на 15 минут. Готовность проверяем палочкой. Если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Теперь нам понадобится вишневый компот. Отделяем ягоды от жидкости. Жидкость нам тоже будет нужна. Выкладываем ягоды в сотейник, засыпаем их сахаром и ставим на маленький огонь для того, чтобы сахар растаял. За это время в жидкость от вишни добавляем крахмал и тщательно перемешиваем. К вишне добавляем ванильный экстракт, после чего добавляем крахмальную массу и на медленном огне, помешивая, варим до загустения. После чего вишню оставляем полностью остывать. Берем холодные жирные сливки, добавляем к ним сахар и взбиваем миксером до мягких пиков. Для вырезания бисквита нам понадобится 3 формочки разного размера. Я использую формочки для вырезания печенья. Если у вас таких формочек нет, можете просто разрезать стакан на 3 части и вырезать ими. Из этого бисквита у меня получается 4 торта в стакане. Это означает 12 кругов 3 размеров. Начинаем собирать тортик. Вниз выкладываем маленький бисквит. На него сливки. На сливки остывшую вишню. На вишню следующий корж размером чуть побольше. И повторяем то же самое. Это только один из вариантов, а в стакане может поместиться любой торт, какой вам только нравится. Сверху выкладываю самый большой кружочек из бисквита, разравниваю. Он будет последним, его и будем декорировать так, как каждому хочется. Я повторяю то же самое, что делала со слоями, только вишни выкладываю меньше. И отправляю наш тортик в холодильник примерно на 2 часа. А через 2 часа
Вверх немного я посыпала крошками от бисквита, выкладываю шоколадные сердечки и мяту. Теперь у меня все готово и можно пробовать. Мне очень понравилась эта идея. Она очень удобна. Это простор для полета фантазии. Можно накрыть крышечкой и взять с собой куда угодно. И торт не разлетится и не растечется. А сейчас посмотрим, как он выглядит изнутри. А внутри, как нормальный торт с 3 слоями. И, естественно, очень вкусный. Сегодня я вам показала только один вариант, как поместить в стакане торт «Черный лес». А дальше уже полет вашей фантазии, какой торт вы хотите увидеть в стакане. Экспериментируйте и пробуйте. Приятного аппетита!